Всем привет! С вами Карина и канал Travel in Invest. И я в солнечном Батуми. Если вы прилетаете в Батуми и планируете инвестировать в недвижимость в долгосрок, важно понимать, какие же цены были до военных действий. Только так вы сможете рассчитать достоверную доходность от инвестиций. В течение нескольких роликов я буду показывать материал, который был отснят в конце прошлого года. Это был октябрь и ноябрь 2021 года. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни одно из этих видео. Все, я добралась до Батуми, я в любимом Порто-Тауэре. В общем, я посмотрела две квартиры сейчас, которые мне предложили за студии, две. Одну за 450, другую за 500, с видами в разную сторону. Честно, мне цены, конечно, не очень нравятся, просто по сравнению с тем, что я снимала в прошлый раз, двушку за 450 долларов, включая коммунальные. Ну, как бы такое. Вот, покажу квартиру, которую я сняла на сегодняшнюю ночь. Сейчас придет скоро владелец, я хочу у него спросить, сколько эта квартира будет стоить на месяц. Вот, если бы я ее снимала, но за ночь я заплатила 40 долларов, 34 евро, 125 лари. Давайте начнем экскурсию, наверное, с этой части. Тут у нас есть все необходимое для жизни, включая мои вещи. Значит, пылесос, полочки, пустые полочки. Подозреваю, что в соседнем то же самое. Вот такой вот большой холодильничек и бутылка воды, как я люблю это. Спасибо владельцам, я обязательно сейчас ее попью. Тут есть даже тостерница. А что это такое? Туркиш кофе. Интересно. Интересно, владелец турок. Посуда. В общем, мне квартирка, да, очень нравится. Вот, посмотрите. Да, то есть вот горы, Батуми, все очень классно, огоньки начинают светиться. Я думаю, ночью я сниму еще раз. Думаю, будет... Но вот для моего мозга реально лучше просто пустота. Так, значит, вот такой диванчик у нас. И такая кровать. Это прекрасный душ. Это прекрасный санузел. Мне нравится. Мне, знаете, тут очень нравится все как подобрано. Единственное, я не любитель черного цвета. То есть, если бы это было немножко других оттенков, мне бы нравилось это даже еще больше. Вот. Регулятор, кстати. Хорошо. Ой, давайте загадывать. Сколько может такая квартирка, студия стоить? Вот если он мне честно предложит ее за 500 долларов плюс коммунальные, я соглашусь. Ну что, Саед был абсолютно прав. Вечером с этой стороны Порто-Тауэра намного симпатичнее, чем с той, потому что с той стороны, как вы помните, если смотрели мои предыдущие видео, там вы будете видеть просто черный фон, потому что море, да, ничего не подсвечивается. А здесь вот такая красота. Да. Поэтому, выбирая, если вы будете останавливаться в Порто, и у вас будет выбор между сторонами света, отталкивайтесь от того, когда вы будете чаще смотреть за окно. Днем или в вечернее время, в ночное время ли. Посмотрим, как тут будет с утра, насколько солнечно. Я специально сейчас не закрываю, господи, да, не закрываю шторы. Вот. Посмотрим, насколько будет солнечно, потому что, в принципе, это восточная сторона. Доброе утро. Солнце уже встало и скрылось за облаками. Ужасно хочу спать. Сейчас лягу обратно, закрою шторы. Привет, солнышко. И пока, солнышко. Та-дам! Да что, угадайте, где я? Я в Порто. Все, я решила потратить больше денег и снять все-таки квартиру в Порто, чем потратить меньше денег и лишить себя самого главного, что есть в этой квартире. Вот этого вида. Господи, просто посмотрите. Я буду просыпаться здесь. Сейчас я лягу на кровать. Смотреть только на небо и на воду. Господи.
В общем, буду кайфовать целый месяц, смотря на эту красоту. Есть видео, где я ходила в Альянс смотреть, как они строят. Я была на 44-м этаже, это 31-й. И когда я увидела этот вид, особенно когда, знаете, еще не окна тут застекленные, понятное дело, а там шла стройка, и, соответственно, все было открыто, этот ветер в лицо, это вообще... Но для меня это вид в бесконечность. Когда я первый раз увидела в прошлом году этот вид, ой, господи, мне кажется, у меня просто ноги подкашивались. Этот космос. Да, я была поражена. Сейчас, конечно, тоже мне очень нравится. Покажу квартиру. Значит, это квартира-студия. Кстати, вот смотрите. Эту квартиру я сняла за $400 плюс коммунальные. Обслуживание стоит, кстати, если что, в Порту Тауэр 50 центов за квадратный метр, а в Орби почти 2. Понимаете, да? Чувствуете разницу? Вот. Я к чему? К тому, что за эту квартиру за обслуживание я заплачу $20 плюс свет и вода. Кстати, не знаю про интернет. Мы об этом ничего не говорили, но мне интернет, в принципе, не нужен. Надеюсь, мне не впишут это в счет, надо уточнить. Ладно, вот такая кухня, которую я, скорее всего, не буду использовать, потому что у меня есть одна идея. Если мне понравится то меню, которое мне предложат в веганском местном кафе, то я, наверное, попробую. Вот такой небольшой маленький холодильник, который мне, наверное, понадобится. Чайничек, который тоже мне понадобится. Вот это не факт. Кстати, в прошлый раз, когда я жила в Орби, я за месяц 2 раза готовила, я точно помню. И то один раз гречку я варила, второй раз фасоль, что-то такое. Или салат даже делала. В общем, я понимаю, что мне лично кухня в Грузии не нужна, потому что тут очень дешево ходить в ресторан. Так. Что у нас тут есть? Я не знаю, для чего это, для яиц или для кофе. Бог его поймешь. Но больше похоже для яиц, конечно. Так, пустота. Есть одна сковородка. Столовые приборы. Они мне пригодятся уж точно. Потому что, если подумать, самый лучший ресторан теперь здесь. Да, то есть если, поставить просто стол чуть-чуть ближе туда, смотреть на океан, на море, на Черное море, есть. Что может быть лучше, правда? Так, что у нас там? Досточка была в чашечке повыше, какая-то штука такая непонятная. И еще всякие какие-то мелочи. Ну ладно. Тут есть сушилка, есть гладильная доска, мне оставляют на туалетную бумагу, есть утюг, постельное белье, спасибо вам большое. И, в принципе, на этом все. Ну, ванну еще покажу. Ванна достаточно обычная. Сэкономили они, конечно, на стекле. То есть, знаете, это такой чисто очень бюджетный вариант. Ну, ладно. Стоит тут у нас бойлер. Я его, кстати, выключила, потому что, я каждый день буду ходить в спа и в бассейн рядом с домом. Мне, в принципе, мыться дома, не знаю, тоже. Такой, знаете, условно нужна была квартира, чтобы просто спать, видимо, да, и работать, и все. А все остальное, да, готовка, не готовка, спортзал. Так как мой блог в себя включает реальное мое впечатление, те плюсы и минусы, что я вижу, вот послушайте, какая звукоизоляция в этом доме. Я не знаю, было ли слышно на камеру или нет, но мне отчетливо слышно, что плачет ребенок, и женщина его ругает. Вот, но это единственный минус, который я вижу в Порто Батуми Тауэр. Ведем итоги по коммунальным платежам в Порто Батуми Тауэр. Итак, я прожила здесь месяц. Могу сказать, что электричество и воду я, конечно, больше всего тратила на стирку. В остальном... электричество, да, понятно, там компьютер, да, телевизор я не смотрю, и не смотрела. Вот. Что у нас получилось? Общая сумма 95 лари, да. Из них 30 было за электричество,
63, если не ошибаюсь, за около 60, ну, по-моему, 63. За обслуживание это 50, на данный момент это 50 центов долларовых центов за квадратный метр, да, и там какие-то копейки, оставшаяся вода, потому что вода в Грузии очень дешевая, поэтому, например, даже квартиры в Орби-Сити, они не берут за воду в С-блоке, про не знаю, не скажу, потому что она настолько дешевая, что работа подсчитать это все на 3000 апартаментов куда больше занимает денег, чем как бы просто простить жильцам эту воду. Может быть, когда-то в будущем, если она подорожает, они будут брать деньги, но пока не берут. Вот, поэтому за месяц с 16 сентября до 16 октября я жила, то есть отопление тут я никакое не использовала, тут отопление, если что, только кондиционер. Вот столько я потратила. Это у нас приблизительно, мне кажется, около 30 евро. Ну вот, видеомонтажер лучше напишет. И сегодня последний день, когда я нахожусь вот в этой квартире. Что я вам приготовила? Я, значит, поживу в разных новостройках Батуми и сравню. Вот что лично мне нравится. Если наберусь смелости, поспрашиваю жильцов, может быть, их отзывы о проектах, где я буду жить. Вот, ну посмотрим. Такая тишина и покой во второй половине октября 2021 года в Мариотте. Итак, я сейчас нахожусь на 12 этаже. Вот такой здесь уютненький номерок. Очень приятные владельцы, семейная пара, да, так что вот как владельцев я их искренне советую. Вот. Значит, начнем с санузла. Так, ну, я уже была один раз в Мариотте, и вот я помню по отделке, что была вот примерно такая плитка. Что у нас тут есть? Значит, шампуньки, мыльца и мыло для рук в экономичной версии. И лично я поддерживаю такое, потому что не нужно дополнительно пластик в природу, как назвать, выпускать, да, то есть с точки зрения экологии лайк. Но что я не видела абсолютно нигде, даже не могла представить, что такое можно было додуматься до этого. На самом деле идея очень неплохая, и она явно запоминается, да. Мне оставили мочалку, вы понимаете? Владелица говорит, вот новая мочалка для вас. И тут я как бы поймала пробку, потому что это очень необычно. Вот, ну спасибо, потрусь. Так, что у нас тут есть? Значит, бойлер. Стиральная машина. Это хорошо, потому что, допустим, в Орби, как вы знаете или еще не знаете, много где нет стиральных машин в Орби-Сити, вот, которые за окном, да. Вот смотрите, что у нас тут есть. Симпатичная белая кухня. Белые кухни я люблю, да. Но это уже, конечно, такие комментарии, дело вкуса. Холодильник. Посуда. Угу. Так, кровать симпатичного модного дизайна. Номер стоил 75 лари. Заказывала я через Booking. Так, ну и самое главное, на мой взгляд, это, конечно, вид из окна. Вот это вид с 12 этажа. Вот видно, как уже быстро строят Орби, кстати. Вот в этом Орби, я считаю, молодцы. Вот они реально быстро строят. Вот молодцы. А еще Орби, конечно, умеет делать деньги на том, что они делают, да. То есть там подключение интернета, если что, стоит 100 баксов. А если в каждом вот из больших зданий находится 6000 номеров, нет, 3000, простите, я вам соврала, в обоих башнях 6, то это 6000, еще 2 нуля, сколько это, 60 тысяч за интернет они хотят. Нет, 600 тысяч. То есть, понимаете, Орби мог сделать просто на подключении интернета больше, чем $500 000. Ну, разве это не прекрасно? С точки зрения коммерции, понятно. С точки зрения потребителя я полностью возмущена. Как вообще такое можно было, такую наглость себе позволить? Но с точки зрения вот именно бизнеса, я, честно говоря, я восторгаюсь. Так, что еще мне нравится в этой квартире?
вот то, что есть часть балкончика, которая закрытая. Это реально так удобно сушить вещи. То есть в Батуми очень часто дождь. Нравится, что они поставили тут диванчики, конечно. Вот давайте, правда, мы с вами присядем и оценим, что я увижу с дивана. Вот я сейчас... Я сейчас держу, значит, камеру точно на уровне своих глаз. Вот. Ну, немного, я вам скажу. Кстати, Wi-Fi был отключен, и чтобы вот владельцу его подключить обратно, стоимость стоит 35 лари всего лишь. Но если уж говорить комплименты еще, вот, мне нравится, что у них лифты показывают заранее, как только нажимаешь кнопку, что нужен лифт, какой лифт тебе приедет. То есть не нужно метаться между лифтами, думать, какой же лифт ко мне приедет. В общем, это очень продумано. Зачет. Доброе утречко. Итак, это вид у нас с 12 этажа. А вот вид с 32 этажа спустя пару часов. Но тут мне лично нравится больше, конечно, сейчас дойду до конца. Вот эта часть, вот то, что именно горы, как они там выглядят. Вот это единственный плюс, который я вижу, когда ты находишься на 20 этажей выше, чем был. Ну и, конечно, вот эта вот часть не так страшненько выглядит. То там, конечно, будет здание строиться. Я еще пока не знаю, сколько этажей, надо посмотреть. Но по сути, вот как инвестор, я не вижу слишком большой разницы между тем, чтобы брать на 12 этаже и на 32-м, если, например, на 32-м значительно дороже. Этот номер меньше, чем в том, в котором я жила ночь до этого, хоть у него нумерация абсолютно такая же. Да. То есть и ванна меньше, санузел, вернее, по площади меньше. Да. Тут у нас также располагается стиральная машина, бойлер, даже порошочек оставили, что очень мило. Шкаф. И сам коридор уже, и сама комната меньше, значительно меньше. Но что мне здесь нравится? Мне нравится, что здесь есть микроволновка. Вот, в той квартире не было. Ну, а по самому дизайну, да, та квартира мне более симпатична, но тут, конечно, этаж повыше. Здесь есть мыльца оставлено, шампунь оставлено. Очень красивый дозатор для мыла. И еще, что редко бывает в обычных апартаментах, это комплект вот такой. Я думаю, что там бритва. Да. Доброе утречко, боже, как же у меня улучшается настроение вообще, когда солнечно. Вот так выглядит вид с 32 этажа в Альянсе. Жизнь стала прям на несколько порядков лучше. Красота. Я надеюсь, что это видео вам было полезно и интересно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие видео из этой серии. Всего доброго и доходных инвестиций.